Приветствую, друзья! Этим летом компания Абир начала продажи своей новой модели робота-пылесоса G20S, который способен одновременно пропылесосить и провести влажную уборку без вмешательства пользователя. Это именно то, чего сильно не хватало предыдущим моделям, и теперь для того, чтобы робот провел комплексную уборку, не нужно менять насадки. Помимо удобства, это вдвое сокращает время полной уборки помещения. Добавлю, что модель максимально проста в управлении, задать режим уборки или выбрать мощность можно буквально одним-двумя нажатиями на пульте, что несомненно оценят пользователи, которые не слишком дружат с современной техникой. И наоборот, продвинутые пользователи смогут воспользоваться приложением для смартфона, где будут доступно больше настроек, например, уборка по расписанию. Ну, прежде всего, давайте ознакомимся с особенностями и техническими характеристиками Abir G20S. И здесь я хочу отметить несколько моментов. Здесь установлен японский бесщеточный двигатель Nidec с максимальной силой всасывания до 6000 паскалей. Бак для мусора на 350 мл, он комбинирован с емкостью для воды на 300 мл. Три режима работы в уборке, да, это тихий, стандартный, мощный. И три уровня подачи воды, это слабый, стандартный и максимальный. Аккумулятор 2600 обеспечивает до 2 часов непрерывной уборки или до 180 квадратных метров. Управление при помощи комплектного пульта дистанционного управления или через приложение на смартфоне. Отмечу, что с роботами-пылесосами Abir я уже знаком неплохо. В прошлом году я имел возможность оценить модель с камерной VSLAM навигацией Abir X6. А позже ко мне на тестирование попала их топовая модель с лидаром Abir X8. Оба обзора, ссылки я оставлю под видео, вы можете их посмотреть, это тоже хорошие очень роботы. Но новая модель Abir G20S оказалась даже дешевле предыдущих, что обусловлено более простой системой навигации. Тем не менее, пылесосит робот не хуже, при этом одновременно он проводит и влажную уборку. Также хочу обратить ваше внимание, что у магазина есть склады в Российской Федерации, есть склады в Украине. Это существенно уменьшит время доставки и избавит вас от необходимости оплачивать таможенный сбор. Ну и если вы никогда не заказывали крупные товары на AliExpress, то возможно у вас есть опасения по поводу доставки товара и его целостности. Переживать не стоит, техника хорошо защищена. Сперва вы увидите черновую коробку, где крупно отпечатан логотип Abir. Ну а внутри будет еще одна коробка из прочного картона, где расположен уже сам робот-пылесос. Внутри есть вставки из вспененного пластика, который надежно фиксирует изделие и предотвращает повреждения при боковых ударах. Первое, что вы увидите, открыв коробку, это будет инструкция. Инструкция подробная, но, к сожалению, на английском языке. Если знание языка хромает, не беда. В обзоре я расскажу подробно и покажу, как подключить робот, как настроить приложение и осуществлять основные функции. В основном отсеке разместили робота, предварительно зафиксировав бампер с датчиками при помощи специальных вставок. Эти вставочки их необходимо, конечно же, перед запуском удалить. Они нужны для того, чтобы бампер был неподвижным и не повредился при транспортировке. Ну а ниже уже разместили аксессуары и комплектующие. Так, давайте на них посмотрим. База для автоматической подзарядки, она подключается к сети питания. Здесь есть такой небольшой индикатор зеленого цвета, и он, собственно, показывает наличие напряжения в сети. В основании базы есть информация о технических характеристиках. Видим, что робот заряжается током 0,6 ампер при напряжении 19 вольт, поэтому зарядка длится достаточно долго, 5-6 часов, и для первой подзарядки лучше оставить робота на ночь. А дальше нас уже скорость интересовать не будет, потому как полного заряда хватает для уборки 120 квадратных метров. То есть если 2-3-комнатная квартира или небольшой дом, то аккумулятора хватит. Ну а если вы живете в каком-то большом доме, да, и вам не хватит заряда, то тогда производитель предусмотрел такой сценарий. Робот едет на подзарядку, да, и потом, восполнив запасы энергии, возвращается и продолжает уборку на том же месте, где остановился. В зарядной станции есть вот такие вот резиновые накладки, они предусмотрены для того, чтобы робот не скользил. Блок питания, собственно, аналогичные у него характеристики, и можно также заряжать робота напрямую, просто кабелем подключив, у него есть специальный разъем. Следующая полезная штуковина из комплекта, конечно же, это пульт. На мой взгляд,
приложение на смартфон это как бы на первое время, на поиграться, потом вы привыкнете, вам уже будет не так интересно, будете туда уже заглядывать достаточно редко. Гораздо быстрее нажать на пульте одну единственную кнопку, и уборка начнется в нужном режиме. Это идеальный вариант для пожилых людей, которые со смартфонами стараются взаимодействовать как можно меньше. Нажали пуск, пошла уборка, нажали домик, вернулся робот на базу для подзарядки. Можно регулировать силу всасывания, больше, меньше, можно регулировать интенсивность подачи воды, можно выбрать уборку по периметру, точечную уборку или автоматическую уборку. Собственно, есть также стрелки, допустим, это полезно для точечной уборки. Хотите что-то убрать, стрелками управляете, робот подъезжает к нужному месту, нажимаете точечную уборку, и робот по спирали начинает пылесосить и мыть полы. Также в комплекте можно найти такой вот многофункциональный инструмент, который включает в себя щетку для чистки фильтров, нож для обрезки волос, которые наматываются на V-образную щетку. И такие вот крючки, они используются для очистки контейнера от мусора и пыли. Расходники также здесь все присутствуют, причем они присутствуют в двух экземплярах, то есть вместо двух боковых щеток, да, вы получаете 4. Вот, 2 запасные, 2 установленные. Вместо одного HEPA-фильтра вы получаете 2 HEPA-фильтра. Вместо одной тряпочки вы получаете 2 тряпочки. И, собственно, это позволяет не думать о комплектующих, о расходниках, ну, по меньшей мере год. А если как бы чистить все своевременно, срезать намотавшиеся волосы, то может хватить и на дольше. А, собственно, заказать новые расходники или даже запчасти не проблема. Фильтры, щетки, тряпки, аккумулятор, даже двигатель колес, контейнер для пыли или зарядное устройство. Все это есть в фирменном магазине Abir Official Store. Ну и вот так, собственно, выглядит Abir G20S. Видим классическая форма, классический дизайн, классический цвет. Черный глянец выглядит, конечно, очень эффектно, но будьте готовы периодически протирать его, так как пыль на корпусе будет заметна. Есть пара физических кнопок с встроенной светодиодной подсветкой, по которой можно понять статус устройства. Видим зеленый, красный, желтый. Допустим, сейчас горит зелененьким. Это значит, что робот готов к уборке. То есть все в порядке, можем начинать уборку. Допустим, и также с этими кнопками можно нажимать их и выполнять базовые действия. То есть старт-стоп, начать уборку, закончить уборку, или нажать на домик, чтобы робот поехал на базу. На лицевой части, там где бампер, давайте смотреть, у нас здесь наклеен молдинг. Молдинг для чего нужен? Для того, чтобы когда врезается робот в мебель, во-первых, он не портил себе внешний вид, во-вторых, он не портил вашу мебель. Здесь физические инфракрасные датчики, а в целом производитель заявляет о 38 датчиках, которые использованы по всему роботу. То есть есть датчики от столкновения, есть датчики от падения, которые определяют, например, что начинается лестница, и так далее. С обратной стороны можем видеть контейнер, полупрозрачный контейнер. По нему можно оценивать оставшийся уровень воды. Когда налита вода, вы сразу визуально видите. Ну, на боковой грани у нас также есть, видим, разъем для питания. Это тот, который я говорил. То есть вы можете подключить блок питания напрямую к роботу или подключить блок питания к зарядной станции. Физическая кнопка включения-отключения, она очень полезна, если вы какое-то время планируете не использовать робота, то есть поехать отдохнуть или, может быть, будете по каким-то другим причинам отсутствовать дома, то лучше выключать, чтобы продлить жизнь аккумулятору. Иначе будет просто стоять все время робот на подзарядке, это вредно для аккумулятора. Ну и видим QR-код, нам он понадобится немного позже для того, чтобы соединить с приложением для смартфона. Так, самое интересное у нас, конечно, открывается с рабочей стороны. Собственно, и здесь мы сразу видим, как совместили
всасывающую часть и насадку с тряпкой для влажной уборки. Ну, сверху у нас все привычно, да, тут у нас направляющее колесо, контакты для подзарядки, пара вращающихся щеток и отсек с аккумулятором. Собственно, отсек доступный, при необходимости вы можете очень легко и просто заменить аккумулятор. Ниже расположена пара ведущих колес. Здесь у нас, в принципе, база используется стандартная, преодолевает порожки до 2 сантиметров высотой. Ну, такой проходимые хорошие колеса. Между ними расположена вращающаяся V-образная щеточка, турбощетка. И теперь, внимание, самое главное отличие. Чаще всего в таких роботах-пылесосах втягивающий двигатель расположен сразу в контейнере для пыли, но не здесь. Здесь двигатель расположен именно в самом корпусе робота, что позволило, во-первых, установить более мощный двигатель, во-вторых, получить лучшую силу втягивания и, в-третьих, освободить место в контейнере для отделения с водой. Тряпочка у нас здесь, тряпочка из микрофибры, она у нас на липучках, здесь все стандартно. Ну и, собственно, контейнер разделен на две части, то есть у нас здесь есть отсек для пыли, а здесь, видим, у нас есть горловина и отделение для водички, то есть сюда мы заливаем водичку. Ну и сразу, как бы предугадывая ваш вопрос, отвечаю: если вы хотите сделать только сухую уборку, да, не хотите мыть полы по какой-то причине, то просто вот снимаете отдельно, насадочка с тряпкой, она вообще вас ни к чему не принуждает и будет у вас просто пылесосить. Естественно, воду при этом нужно слить, иначе будет у вас вода поступать без тряпки, будет просто мочить пол. Ну давайте рассмотрим контейнер поближе. Сразу видим такую вот особенность, как я уже говорил, что здесь у нас идут фильтра, а здесь у нас идет горловина с резиновой заглушкой для заливки воды. Отсек для мусора не очень большой, буквально 2-3 уборки таких хороших, и он забит уже полностью, поэтому вытряхивать мусор придется по меньшей мере 1 раз в неделю. Система фильтрации воздуха здесь у нас тройная. Покажу как бы с обратной стороны установки. То есть первый фильтр у нас идет такой вот с мелкой сеточкой для первичной очистки, и он задерживает 98% пыли и мусора. Обычно после него сразу же ставится HEPA-фильтр, но не здесь. Здесь добавили такой вот дополнительный губчатый фильтр, который как бы помогает очистить воздух и продлевает жизнь HEPA-фильтру. Губчатый фильтр, как и первичный фильтр, можно спокойно мыть в воде. Ну и окончательная уже очистка, да, она уже осуществляется при помощи HEPA-фильтра. Уже тут ставим. Его мочить нельзя, чистить нужно сухой щеткой, ну, можно, допустим, продувать сжатым воздухом. Возможность вымыть нормально контейнер от мусора и пыли — это дополнительный бонус от решения разместить двигатель для создания тяги в тело робота. Поэтому теперь раз в пару недель можно выделить пару минут, чтобы нормально почистить, вымыть контейнер, фильтры, после чего просушить все на подоконнике. В контейнерах, там где двигатель внутри, такой номер не пройдет, их просто мочить нельзя. А теперь я расскажу, как подключить робот-пылесос к смартфону и какие возможности есть у приложения. Приложение называется WeBack и доступно для скачивания в Google Play. Для начала вам нужно будет пройти небольшую регистрацию, выбрать свой регион, указать номер мобильного телефона и ввести код, который придет на этот номер. Далее нажимаете на большой плюсик, чтобы добавить новое устройство. Сперва вас попросят отсканировать QR-код с корпуса робота. Далее вы должны подключить робота к своей сети Wi-Fi. Внимание! Робот поддерживает связь с роутером только в диапазоне 2,4 ГГц. Если у вас двухдиапазонный роутер с поддержкой 5 ГГц, то скорее всего подключится соединение к сети на частоте 5 ГГц. И вы должны будете переключиться на 2,4.
Если вы это не сделаете, то просто робот не подключится. Допустим, вот у меня смартфон предлагает подключить к сети злой Inet 5G на втором скриншоте. Но к этой сети я подключаться не буду. В выпадающем меню я выбираю сеть злой Inet, так как она работает на частоте 2,4, и только после этого нажимаю «Далее». 99,9% всех проблем с подключением состоят именно в том, что пользователь пытается подключить робота к неподдерживаемой сети. После того, как подключились к Wi-Fi, нужно по инструкции зажать кнопку включения робота на несколько секунд. Если вы выполнили все действия верно, то произойдет обнаружение устройства. А следующим этапом нужно подключиться смартфоном к роботу. Для этого в настройках Wi-Fi нужно переподключиться к указанной в инструкции сети. В моем случае это сеть с названием «Роботы 3 решеточки». Я эту сеть нахожу, подключаюсь. И как бы не переживайте, да, после окончания процесса смартфон обратно переключится на домашнюю сеть. Если соединение смартфона с роботом через Wi-Fi установлено, то идет автоматическое подключение, автоматическая регистрация робота в Smart Cloud, и в конце вы увидите сообщение, что все прошло успешно. Что касается самого приложения, то здесь все на очень поверхностном уровне. Вы можете видеть, как прорисовывается карта убираемого помещения, но эта карта рисуется не для вас, а для робота. Так он видит, какие участки еще не убрал и куда ему необходимо направляться. Вы с картами взаимодействовать никак не можете, да и сама карта после начала новой уборки очищается и составляется заново. На уборку 3 комнат, коридора робот потратил 51 минуту. И это дольше, чем ушло на уборку этого же помещения у робота с камерной навигацией BIR X6. Там ушло 40 минут, и тем более дольше, чем у топового робота с лидаром. Там ушло 35 минут. Но если учесть, что на мойку полов у этих роботов потребуется еще столько же времени, то BIR G20S убирает намного быстрее всех. Типов уборки здесь 3. Основной автоматический, это когда робот проходит помещение S-образной траекторией, дополнительно уделяя внимание уборке вдоль стен. Вторая программа позволяет отдельно пройти помещение по периметру. И третий тип уборки точечный. Направляете робота при помощи стрелок к загрязненному участку, и он по спирали начинает убирать заданную точку. Собственно, есть ручное управление по аналогии с пультом. Нажимаете стрелочки, и робот туда едет. При наличии насадки с тряпкой появляются настройки влажной уборки. Вы можете настроить интенсивность подачи воды и мощность всасывания. Да вот, собственно, и все текущие возможности приложения. Робот не сохраняет карту помещения в памяти, нельзя поставить виртуальную стену или выделить зону для уборки. Для автоматизации процесса можно настроить расписание с повтором по нужным дням. Можно настроить управление через Google Home и Alexa. Беспроводное обновление прошивки роботом поддерживается, поэтому не исключено, что в будущем производитель добавит и другие интересные функции. Что касается личных ощущений от использования, то G20S оставляет исключительно положительные впечатления. Да, более простые алгоритмы навигации видны на глаз, и модель не ощущается в поведении сверхумной, но все датчики отрабатывают как положено, и робот методично проходит метр за метром, делая свое грязное дело. По проходимости все как и у других. Пороги до 1,5 см не замечает, провода на щетке не наматывает, если где-то сложно проехать, то пробует преодолеть препятствия разными способами. Каких-то затупов в квартире у робота не было. Пристального наблюдения к себе он не требует. Мощность всасывания действительно отличная, и после тестов у меня был только один вопрос. Но откуда он находит столько пыли? На мой взгляд, новинка у BIR получилась отличной. G20S одновременно пылесосит и протирает полы, полностью исключая вмешательство пользователя. Теперь полноценная уборка может обходиться без вашего участия. Пока вы на работе или на прогулке, робот уберет квартиру. Вечером вам только останется прополоскать тряпку и вытрусить мусор из контейнера, если он уже полностью заполнен. Модель не перегружена дополнительными функциями, а управление освоит даже пожилой человек, который далек от современных технологий. Запуск уборки, ее остановка, смена режима, выбор мощности – все это осуществляется по нажатию одной кнопки. Собственно, если есть какие-то вопросики, задавайте обязательно, ставьте видео лайки или дизлайки, если не понравилось, если вам было нудно. Вот. А с вами был Злой, до новых встреч!